Доброго всем вечера. У нас где-то сейчас 6 часов вечера, может быть 6:30. Я вышла в магазин. У меня нет хлеба, ни крошки. И надо купить молоко и кефир. Сейчас пока иду, поговорим, как всегда. Кстати, по поводу магазина и цен. Сейчас вам расскажу, что сегодня встретила свою знакомую, которая не была в Харькове уже, где-то 1,5 года. Она выехала в апреле 2022. И вот сейчас только вернулась. В общем, я сегодня ее встретила, она так возмущалась, говорит, сейчас я перейду дорогу, что цены в Харькове, я не буду говорить, в каком городе она была, Украина, это не важно. Я знаю, почему не хочу говорить, потому что потом опять начнется вот это вот, как будто я специально на какой-то город наговариваю. Нет, упаси Господи, у меня таких мыслей не было. Смысл совершенно в другом. Смысл в том, что здесь так темно и страшно, вы меня плохо будете видеть, не важно. Смысл в том, что цены просто сумасшедшие у нас. Она вернулась и говорит, что у них цены на продукты питания, на все на порядок ниже. Но я-то никуда не выезжала эти 1,5 года вообще. Вот уже, да больше, я уже 2 года вообще никуда с Харькова не выезжала. Поэтому и очень часто мне люди пишут в комментариях с других городов Украины, когда я показываю какие-то цены в супермаркетах или на рынке, на еду, что у нас, и даже на овощи, на фрукты на рынке, когда я показывала еще летом и осенью, люди писали с других городов Украины, что у них цены в 2 раза меньше. Я не знаю, что вам сказать. Это, наверное, не ко мне вопросы. Я так поняла из всего вышесказанного, когда еще сегодня после разговора со своей знакомой, что в Харькове, наверное, самые большие цены на продукты питания во всей Украине. Мы прифронтовой город, мы находимся в таком тупике. Вот так вот у нас. Что я могу на это сказать? Все будет хорошо. Но, наверное, считают, что чем дальше везти, это же надо везти через всю страну, вот до нас что-то довозится. Хотя тоже странно, да, если что-то местное, то, что росло у нас, если взять овощи. Если взять вот картошка очень дешевая. Наверное, единственное, что сейчас дешевое, это картошка. Она там стоит в районе 10 гривен. Но все остальное, это как бы все дорожает просто на глазах. Вот так вот. Не знаю, вот я с вами поделилась, что она мне рассказала, то я вам рассказала. Сейчас шла, очень много было машин, это как раз получается 6 вечера, и очень много машин, люди все куда-то едут, вернее откуда-то, с работы, все едут домой, к семьям. Такой оживленный город, вот даже когда проходишь такие моменты, особенно когда нет взрывов, полное ощущение, что находишься в том Харькове, который был раньше, мирном. Потом еще иногда проходишь мимо вот этих вот всех, знаете, я не знаю, как это называется. Там перегорожено, здесь перегорожено, вот эти вот ежи, да, противотанковые. Вот так вот это приводит так в чувство. Ты понимаешь, что нет, все уже совершенно не так, как было. Все совершенно по-другому. Сейчас вам расскажу, что я сегодня прочитала. Новости мира искусства. Это же все как всегда, мне это очень интересно сейчас. Да что ж такое? Не подготовила заранее. Все я вот так вот в попыхах делаю. И, наверное, на Вайбере. Сейчас, одну секундочку, здесь просто, да, интересные, но лично для меня новости. Так, в Швейцарии после сбора урожая в поле обнаружили необычный клад. На морковном поле в Геттингене
Геттингене, простите, северо-восточная Швейцария, найдена удивительная коллекция женских украшений бронзового века, охватывающая множество уникальных предметов. Этот клад состоит из ожерелья из бронзовых шиповидных дисков, 2 спиральных колец, более сотни крошечных янтарных бусин и спиралей, изготовленных из бронзовой и золотой проволоки. Кроме того, среди необычных предметов обнаружены горный хрусталь, зуб бобра, продырявленный зуб медведя, бронзовый наконечник стрелы, полированная железная руда, маленький аммонит и даже окаменевший акулий зуб. Открытие сделал археолог-любитель по имени Франц Сан. Я пока снимаю для вас видео, у меня уже там начинаются звонки на телефон, меня потеряли дома, я только вышла, меня уже потеряли. Когда исследовал после сбора урожая моркови, поле, в общем, он исследовал, он увлекается поисками с металлодетектором, я вам так вкратце расскажу сама, и вот такое вот он нашел. С разрешения, ну там же, вы понимаете, в Европе там же копают не так, как у нас. Там вот с разрешения фермера, ну, то есть, чтобы где-то покопать вообще, это заранее поисковики договариваются с фермерами. Бывает, даже арендуют у них поля для раскопок. В общем, этот человек, который нашел, оказался добропорядочным. Он не из черных археологов, как многие почему-то думают, что если человек с металлоискателем, то это обязательно какой-то черный археолог. Нет, он добропорядочный гражданин, сразу же сообщил об этом в соответствующие органы. Приехала группа археологов и забрали то, что найдено, и еще продолжили вести раскопки. Так что вот это было этими днями. То ли вчера, то ли позавчера. Вот так вот сейчас происходит. Прямо здесь и сейчас находят такие уникальные вещи. Так что я думаю, что я тоже, когда закончится война, мне все равно сделаю какое-то открытие, я что-то обязательно найду, какой-то тоже клад. И тоже обязательно передам его в музей. Но либо он останется уже в моем музее. Посмотрим, как оно пойдет. Тут главное найти. Да? Так, все, друзья, ладно, я побегу. Всем хорошего, доброго, тихого вечера. Сладких снов. Кто будет смотреть это видео уже перед сном?